Про молодого и горячего Кратоса можно говорить бесконечно, учитывая аж 6 игр, книгу, которая была написана совместно Мэтью Стовер и Робертом Вардеман, и статьями из интернета. Игр на самом деле на данный момент 7, и скоро выйдет 8-я. Первые 3 выпущены на PlayStation. Между первой и второй был Призрак Спарты на PSP, и последняя по выходу старых частей. А по хронологии это предыстория God of War Ascension. Были переплетения коллекций, обновленных версий, однако это все те же части, только вид в профиль. Еще одна часть цепи Олимпа была также выпущена на PSP, однако ничего особо интересного для нас сейчас там нет. Кратос жил в Спарте и является сыном Зевса. В отличие от своего брата Деймоса, который был обычным человеком, Кратос изначально имел силу бога, пусть и небольшую. Я делаю акцент на изначально, так как все последующие события будут исходить именно из начальных данных, которые подарила ему Вселенная. К сожалению, самые важные детали из жизни Кратоса показаны именно в игре Призрак Спарты, которая выходила только на PSP. И из-за неспособности самому пройти дорогу юности на той же PlayStation, нам приходится лишь возвращаться на YouTube, смотреть игрофильмы или же находить свою старенькую PSP под покровами пыли и начинать все сначала. Как я и сказала, у Кратоса был брат. Был, потому что за ним пришла Афина и Арес, когда ребята еще были совсем маленькие. Кратос уже тогда был сильнее и намного смелее Деймоса. Деймос же, в свою очередь, не дотягивал до нужных данных спартанца, однако Кратос никогда не испытывал к брату какой-либо ненависти, а всего лишь хотел научить его сражаться. Деймос, в отличие от Кратоса, затаил злобу на брата за то, что тот позволил богам забрать его. Вся история тех событий сильно переплетена между титанами, богами и самим Кратосом. Именно поэтому я уточняю некоторые события, которые особо сильно сказались на молодом Кратосе, и в которых мы вместе с вами сможем разглядеть истину. Именно Зевс приказал найти мальчика, который был бы помечен с рождения, дабы избежать смерти, которую предсказала ему Оракул. Боги верили Оракулу и всему, что она говорит. А так как Зевс взошел на свой престол через убийство своего отца Титана, то он понимал, что его смерть также может стать для кого-то возможностью взойти на престол. И как же сильно он ошибся, думая, что его престол — это главная цель его врага, его родного сына. По воле судьбы именно Деймос был изначально рожден с родимым пятном, и именно по этому пятну Афина и Арес приехали за ним. За все части так и непонятно, то ли Афина в принципе была добрая, то ли она действительно что-то знала, однако в ходе диалога именно в Призраке Спарты мы узнаем, что она защищала Кратоса и постоянно просила у него прощения. Твой брат угрожал Олимпу, Кратос. Мы выбрали меньшее зло. Прости меня. Прости меня. Ты была там? Как? И не спасла его? Я спасала тебя, Кратос. С этого момента, с момента похищения Деймоса, жизнь Кратоса стала переворачиваться не по дням, а по часам. Никакой информации о том, что он является сыном бога, у него не было. И вплоть до второй части на PlayStation мы этого так и не узнаем. В Призраке Спарте мать рассказывает ему правду, однако не нам. Поэтому мы также продолжаем находиться под покровом тайны. Кратоса растили в жестких спартанских условиях, и он был одним из самых лучших воинов без жалости к врагам, которого только мог знать мир. Впоследствии он женился на Лиссандре, и у него появилась дочь Каллиопа. Еще тогда он даже не догадывался, что Арес выбрал сына Зевса, который рос не на Олимпе, чтобы тот убил Зевса, дабы Арес хотел получить престол. Что же может делать бог войны, как не воевать? Пока Зевс думал, что Деймос и есть тот самый избранный, и держал его отдельно, в это время Кратос рос, и под покровительством и хитрыми манипуляциями Ареса, о которых он даже не догадывался, Кратос ловко побеждал абсолютно всех своих врагов. И вот настал тот день, когда именно Арес натравил варваров на последний бой Кратоса. Арес ждал, когда Кратос сам попросит у него божественной помощи. Арес! Уничтожь моих врагов, и моя жизнь твоя. И в итоге он отдает свою душу в руки Ареса, что, собственно говоря, Аресу и нужно было. Либо смерть, либо иллюзорное спасение с помощью заключения пакта. Выбор очевидный, и именно этот выбор стал для Кратоса последним. Однако все не так просто. Каждый ли человек хотел бы победу настолько сильно, чтобы осмелиться попросить помощи у Ареса? Нет, не каждый спартанец был настолько силен, настолько жаден до крови, смерти и побед, чтобы захотеть продать себя. А это в прямом смысле продажи своей
жизни не какому-то мелкому богу, а самому богу войны, Аресу. И теперь Арес может делать с Кратосом все, что пожелает. Кратос постоянно обвиняет всех богов, что якобы они его обманули. И да, доля правды в этом есть. Однако мы с вами не будем снимать собственную ответственность за свои действия. До Ареса Кратос сражался, Кратос побеждал, и Кратос оставался в седле до последнего. Под его командованием находились тысячи и десятки тысяч солдат, которые вверяли свои жизни до конца. А кто может добиться таких побед? Только человек, который получает искреннее удовольствие от происходящего. У Кратоса не возникало ни капли сомнений о том, что он что-то делает не так. Его воля была абсолютно непоколебима, однако не у каждого спартанца будет такая же сила воли, как у Кратоса. Его родство с Зевсом дало Кратосу огромное преимущество перед другими товарищами. Его физическая выносливость, смелость, стойкость и сила превосходили каждого, и даже варвара он бы смог победить. Однако именно Арес посылал Кратосу врагов одним за одним, и от усталости бесконечной войной одной за одной Кратос уже был сильно истощен, и именно здесь он и получил наивысшую силу и свое проклятие. Его алчность, его желание власти затмило разум, и он даже не заметил, как напал на свою собственную деревню. Арес мог приказывать Кратосу, однако Кратос не был зомбирован, и его не лишили зрения, дабы увидеть, на кого именно он нападает. Таким образом, в порыве ненависти, власти, опьяняющей крови, а вы представьте, сколько крови и криков слабых людей слышал и видел Кратос за все его военные нападения. Его жизнь состояла из вечной крови, всепоглощающей и такой опьяняющей. Он убивает свою любимую жену и дочь, и в момент убийства понимает, что именно он сделал. Арес на это не рассчитывал, и также он не рассчитывал на то, что Кратос пойдет против него. План-капкан провалился с треском, и вся эта предыстория сделала из Кратоса призрака Спарты, бога кровищи, а впоследствии бога войны и мстителя, каких не видывал белый свет. Кратос убивает Ареса с милости Зевса, а потом, после того, как Кратос, а ныне сам бог войны, продолжал уничтожать всех на своем пути, Зевс решает убить Кратоса, чтобы тот не убил самого Зевса, и здесь действительно страх Зевса за свое теплое место не дал ему увидеть, что Кратос не просто убийца, а он мало того, что находится в рассудке, так еще и не трогает тех, кто находится на его стороне. В защиту Зевса уточняю, что Кратос действительно стал потихоньку сходить с ума, уже находясь на своем престоле, так как видения во сне и наяву о том, как он убивает свою жену и дочь, не дают Кратосу покоя, и именно поэтому он пытается забыться в бесконечных войнах и других смертях, таким образом создавая себе замкнутый круг. Зевс предлагает Кратосу заключить всю свою силу в мече в тот момент, когда Кратос пытался победить ожившую статую, и именно здесь Кратос теряет свои силы, переданные, а точнее завоеванные им от Ареса, и узнает, что Зевсу не особо приятно то, что появился убийца богов. Хотя, как мы помним, в первой части, в самом начале, и Зевс, и другие помогали Кратосу и давали часть своей силы, дабы тот убил Ареса. Тебе понадобится моя помощь. Я предлагаю тебе силу самого великого из богов, Отца Олимпа. Я предлагаю тебе силу Зевса. Возьми это оружие, Кратос. Возьми эту силу и используй, чтобы уничтожить своих врагов. А теперь, когда Кратос стал не нужен, от него решили избавиться. Можно утверждать, что Кратос действительно ни в чем не виноват. Однако это не так. Не зря Зевс боялся своего сына, ведь в нем текла та же кровь, что и в самом Зевсе. Однако, будь Зевс более добрее и сострадательнее, возможно, Кратос смог бы остаться на Олимпе навсегда. Ошибку в похищении Деймоса Зевс заметил не сразу. Далеко не сразу, а уже после убийства Ареса и восхождения на трон. Метка Кратоса — это всего лишь дань Деймосу, коего он считал мертвым. И Оракул увидела метку, однако она видела события лишь отрывками, и поэтому не смогла понять, кто именно нужен богам, дабы защитить свои золотые стулья. Именно алчность Кратоса привела его ко всем событиям, которые произошли с ним. Именно его неуемная жажда битвы и убийства затмила ему голову, и именно этим смог воспользоваться Арес в свое время. Иначе он бы просто не достучался до него. Боги не всемогущие, однако они могут достаточно многое, чтобы добиться своей цели. Кратос был полубогом, и это дало ему преимущество, однако именно его стойкость, как у отца Зевса, и это скорее не кровь бога, а характер, помогла Кратосу пройти все испытания на своем пути. Отвернувшись от Кратоса, кто от страха, кто от ненависти, боги тоже сыграли свою роль к созданию Мстителя. Однако, если бы Кратос действительно отслеживал свои поступки, то он бы не попал в такую
цепочку событий. Мог ли Кратос избежать такой участи? Конечно. Не будь он так предан войне, власти, хоть он и говорил, что никогда власти не искал, однако это не так. Он получал удовольствие, находясь на коне и приказывая остальным вести их на войну. Его слушались, ему подчинялись, его уважали и за него умирали. Да, с первого взгляда не скажешь, что Кратос был очень властным, однако это действительно так. Позже, став богом войны, он смог расширить свои возможности и с еще большей силой кромсал всех на своем пути. Да, в какой-то степени, чтобы забыться, однако забыться можно разными способами. Но именно кровь врагов, текущая по тротуару, доставляла особое удовольствие. Именно бойня, уже даже не человеческая, а животное, позволяла Кратосу напитаться и почувствовать себя живым. Жизнь Кратоса действительно является чередой убийств, крови, потерь и вечного одиночества. Старость смогла хоть на какое-то время утихомирить жаркий пыл спартанца, однако его история молодости будоражит, возбуждает и заставляет тебя снова и снова присоединиться к его приключениям. Не правда ли?